Друзья, сегодня поговорим на такие темы. Обналичить деньги в Испании. Как приехать в Испанию. Налоги в Испании. Работа в Испании после подтверждения диплома. Качество жилищного строительства в Испании. Всем привет, меня зовут Алекс, вы на канале «Кому что в Испании». На этом канале вы задаете ваши вопросы в комментариях, которые касаются, конечно, Испании. Я ищу специалиста, самого профессионального человека, который может на них ответить, и вы ему задаете, я ему переадресую ваши вопросы, и все довольны. И не забывайте подписываться на канал, нажимайте на колокольчик. Сегодня на ваши вопросы отвечает адвокат из города Аликанте Марьяно Виноградов. Марьяно, добрый вечер. Добрый вечер, Алекс. Вот такие вопросы задали. Дмитрий Белев. Здравствуйте. Как можно обналичить в Испании золотые инвестиционные монеты, купленные в России? Могут ли быть какие-нибудь неприятные последствия, если их перевозить через границу просто в кармане мелочью? Спасибо. Я начинаю с второй вопрос. Насчет границу невозможно там в кармане принести там что-нибудь, который стоит больше, чем ценности, да. Ценности невозможно. Ну, их декларировать надо. Если задекларировать. Если декларировать, да, тогда придется платить там НДС или какой-то налог, зависимо от что ты хочешь импортировать в Испанию. И обычно, стандартный НДС это 21%. Он говорит про инвестиционное золото, да? На это наш закон позволяет там, если он занимается этим делом, и он покажет, что как бизнес, да, что там есть тонкости и можно освобождаться, платить соответственно налоги. Но надо знать более подробно. Если это просто один раз, придется ему делать декларацию и как импортация. Ну а вообще, сбывать здесь очень просто. Насколько я знаю, вот здесь вот есть чуть ли не на каждом углу Оро, Компро Оро написано. Покупают золото. Мне кажется, как и в России тоже вы приносите там, не знаю, документы какие-то спрашивают вообще-то. Вот когда вы приносишь, вот где Компро Оро. Да, это золото уже тут в Испании, он хочет из другой страны. А если он уже провез? Если он уже привез, все, он да, как говорит, в кармане, я провез. Да, он может зайти в магазин. Никто у него никаких документов, ничего не спросит, но, взвесит в принципе, это золото. Да, это мое золото, и продает. Получите деньги. Я думаю, если не так уж и много монет, я думаю, можно в кармане провести. Да, он может. Если не полный карман, конечно, золото это, конечно, можно рисковать. Да. Вопрос человек с испанским именем задал. Хосе Хавьер Хименес Кьеро. Здравствуйте. Можно задать вопрос? Если женщина имеет постоянную резиденцию с правом на работу в Испании на 5 лет, и она уже задержалась в России на 2 года, при этом с ней проживает ее ребенок, который является гражданином Испании. Пропустят ли ее на границе? Резиденция пока не просрочена. Пропустят, потому что не просрочено, но потом ей придется взять новые документы, чтобы продлить несудимости и показать, сколько времени она была вне Испании. Но, конечно, пустят, если еще не просрочено. Но я тоже не понимаю вопрос. Если не просрочено, она спрашивает, потому что она была там больше чем год вне Испании. И тогда, если по закону, если ты больше чем 1 год вне Европейский Союз, ты потеряешь право иметь ПМЖ. Как иммиграционные власти об этом узнают? Потому что если она летела в Россию, там есть печати в паспорте, что она 2 года тому назад уезжала из Испании, не вернулась там. Но только по печати. Она может быть, например, по печати, по печати, в принципе, если полиция знает по другому образом, возможно, полиция тоже может знать по другому образу, но в принципе самое главное это по печати узнать. Кстати говоря, что такое Frontex? Frontex – это организация по Европейский Союз. Я так понимаю, что в этой организации, там как раз по этому Frontex'у можно узнать, кроме паспорта, что человек выехал и когда он вернулся обратно.
Потому что с Окей, паспортом... кто сообщает Frontex? Это будет испанская таможня, которая Должна сообщать. сообщаться Frontex. Это другая организация. Базовая дата испанская, это наша испанская дата. Мы потом можем это сотрудничать и сказать в Европейский Союз, Шенгенская организация, Frontex, например, и Интерпол или другие организации по Европе, что есть на испанской базовой дате. Ну, то есть, как правило, так не делают. Вот миграционные власти Испании так не будут проверять вот так серьезно. Просто они посмотрят паспорт. Они, в принципе, в первую очередь, они посмотрят паспорт, да? Который... Есть другие, например, она была в посольстве в Испании часто там в Москве или в Киеве. И, значит, испанский чиновник знает, что она постоянно там в России, потому что она каждый день или каждый месяц или по другим образом, я не знаю, или по транзакции, экономические транзакции, или есть другие возможности. Я не знаю все, как полиция контролирует все это. Конечно, полиция имеет другие. Ну вот, на мой взгляд, можно просто, если ваша вот эта супруга, я так понял, что это супруга вот этого вот испанца, она вернулась через 2 года сюда. И... Она уже, потому что она была больше, чем 1 год, она уже потеряла право иметь ПМЖ на следующий раз, потому что она была больше, чем 12 месяцев вне Европейский Союз. А если она случайно теряет паспорт, где стоит печать о том, что подтверждение, что она... Тогда... Но я должен тебе острые давай вопросы задавать. Да. У них сейчас такие же вопросы. Хитрость есть, да, можно. Есть, да. Хитрости есть. Ну вот адвокат тоже так отвечает, хитрости есть. Дальше. Ват задает вопрос. Алекс, здравствуйте. Можно вопрос для будущих эфиров? Переехал в Испанию, прожил год, легализовался. Решил остаться в Испании и продать свою квартиру в Российской Федерации, которой владею лет 10, скажем, за 50 тысяч евро. Надо ли платить налоги с этой суммы в Испании при перечислении этих денег себе на испанский счет? Какие? Если да, то можно ли этого избежать? Речь не про комиссию банка при переводе, а подоходный или еще какой налог резидента, полученный за пределами Испании. Благодарю. Он не должен платить налог, потому что он будет платить налог там, в России, по недвижимости. То есть он продал и да, заплатил. Он принесет деньги, и он покажет, я продал мой дом тут в России, пускайте эти деньги на мой счет в испанском банке. И не будет никакой проблем. Может быть, он думает о другой вещи насчет декларации, которые фискальные резиденты в Испании должны подать тут ежегодно, насчет имущества, находящегося за границей. Вне Испании. Угу. Тогда, если он не делал декларацию о том, что он владел, это дом, который стоит именно 50, потому что если стоит меньше, чем 50 тысяч, не надо декларацию. Именно по испанский закон написано, если дом стоит, недвижимость стоит больше, чем недвижимость, или акции, или деньги на счет. Надо там 3 вида имущества. Если один из этих 3 стоит больше, чем 50 тысяч евро, и ты фискальный резидент в Испании, ты должен сообщать, ты не должен платить налоги, но просто сообщать на декларацию, что ты имеешь это в Китае, в России, в Бразилии. То есть, понятно, все государства, правительства хотят знать, что у вас там есть еще, с чего можно но это другой. То, что он нам спрашивал, надо платить налоги в Испании за продажу. За квартиру нет. Нет. Это только вы должны доказать, что эти деньги, которые поступили на ваш счет, они легальны от продажи вашей же квартиры. Все. Купчая о продаже, дата продажи в России, это все будут требоваться в испанском банке. Роман задает. Подскажите, пожалуйста, если учился на медсестру 3 года 6 месяцев, это равняется испанскому образованию? И смогу ли я после гомологации работать массажистом в плане лечебного массажа? Или это только для физиотерапевтов? Еще интересно, как можно в Испании заниматься массажем? Строго разрешение на работу нужно? Или можно открыть ИП, открыть кабинет и работать? Роман такой вопрос задал. Окей. Массажист в Испании не имеет такое образование официальное. Ты можешь стать массажистом и открыть твое ИП без проблем.
ты не сможешь потом лечить как массажист. Просто делать массаж, чтобы... Такой общеукрепляющий, не лечебный. Да, не лечебный, да, именно. Спортивный. Да, спортивный такой. Или в спа и такие. Это можно без проблем. И какой еще, что еще? Ну, то, что он говорит, обязательно ли разрешение на работу? Или можно разрешение на работу? Да, разрешение на работу обязательно. Если ты получаешь деньги от кого-нибудь, от своей работы, от клиента, от любую работу, адвокат, массажист, продать любой торгов. Любая деятельность. Да. Все. Надо иметь ВНЖ, иначе вы нарушаете полностью иммиграционный закон. Не просто ВНЖ, а именно ВНЖ с правом на работу. А насчет как сказать, медицинского работника, вот 3 года 6 месяцев, я просто знаю по себе, вы значит, должны подтвердить этот диплом. Если вы его подтвердили, вы можете, потому что здесь вот фельдшер, это у вас 3,6, это фельдшер, это не медсестра, это по уровню, это выше. Это выше медсестры и выше, конечно, массажиста. И здесь фельдшер, он, скажем, здесь фельдшер и физиотерапевт, вот у нас в России это одинаково. То есть вы, фельдшер, можете работать и как физиотерапевтический, значит, фельдшер, да, медбрат, и на операционных там ассистировать доктору. Здесь нет. Здесь фельдшеры, они различаются. Либо фельдшер, просто фельдшер без специализации может работать вот на операциях, например. Все. Физиотерапией он не может заниматься, потому что это уже отдельное ответвление. Да, есть другой закон для физиотерапии. И акушерство, гинекология тоже это третье. То есть это прям специально надо учиться. И если вы, как вот из России, как и я, подтвердите свой диплом, и вот вы сможете работать там в больнице, просто вот на этажах больницы, и вот так вот. На скорой тоже вы сможете работать, как ассистировать доктору. А массаж, если вы умеете делать, вы можете делать это вне, даже умеете вы титул, подтвердили этот диплом, не подтвердили, вы можете его делать и пройти какие-то курсы здесь. Там, тоже есть дополнительные курсы, но это не официальный, это не как университет. Значит, она может принести ее опыт оттуда и тут уже начать или дать другие курсы. Да, есть тут разные школы. Но я вам советую подтвердить ваш фельдшерский диплом, и вы всегда будете с работой. Работа, тем более сейчас, в наше время, такие эпидемиологические, всегда есть работа для этих предложений. Тем более вы будете знать русский язык, и большой плюс вам будет. Юрий Барбуляк. Извините, если неправильно произношу, потому что по латинским буквам. Очень хочется спросить, застройщики – это бывшие наши? Вообще очень удивительно. Дороги хорошие, мосты и туннели отличные. Вот он про Испанию говорит, ЖД, эстакады супер, а жилищное строительство просто гамно. Очень плохое строительство. Ты как думаешь, почему вот строительство... Ты что, квартиры не имеешь в виду? Ну да, вот что жилищное качество не очень хорошее. Я думаю, качество нормальное, хорошее, зависит от города и от района. Ты езжаешь в центр Аликанте и центр Мадрида, Мадрид очень современный, и Барселона очень, и даже в деревне имеют даже иногда лучше, чем в городе, потому что там строили такие широкие стены, и они есть там, я знаю по моей бабушке и дедушке, они имеют дом до сих пор, 120 лет не упал. Он еще стоит и шикарное состояние. Но это да, тогда еще было. А я думаю, вот мое личное мнение, почему вот имеет в виду он плохое здесь качество домов, это когда была бурбуха иммобилярия, когда был пузырь, когда, вот это особенно по побережью, строили строительные компании очень быстро, чтобы быстро продать. Понимаете? Потому что росли очень быстро цены, надо было быстрее. Хватали вообще все. Все покупали англичане, все иностранцы, и все это делали тяп-ляп, все очень быстро. Это не только наши, вы говорите наши, и наши, и не наши. Все делали быстро, чтобы быстрее это продать, чтобы начать строить новое. То, что Марьяна говорит в середине, это вот я про побережье говорю. Больше, потому что иностранцы больше покупают на побережье. Цена разница тоже. Это как машина, это Seat или Mercedes.
Ну, понятно. Ну, я хочу сказать, больше на материк, больше глубже в Испанию, там, да, там более серьезное строительство, там не покатит построить тоненькие стены, потому что там холодней, там надо основательно строить, и там, конечно, качество будет получше. Там и туристов как бы меньше, да, в Мадриде же покупают не туристы, поэтому там качество более ответственное. А здесь вот тяпают-ляпают всякие там и наши застройщики, горе-застройщики, я так назвал, тяп-ляп быстрее, например, наши застройщики, русскоязычные, они просто пользуются тем, что они знают русский рынок, знают русский язык, и они предлагают русскоязычным на своем языке. А приезжие русские не знают испанского, и и пользуются этим. То есть мой вообще всегда совет: вы приехали в Испанию, в страну, которую вы не знаете языка, не знаете менталитета, наймите человека либо это идеально, и русскоговорящего адвоката это просто идеально, либо просто человека, который ваш знакомый, кому вы доверяете и знает испанский язык, и уже с ним посмотрите там, если вы ищете, например, агентство недвижимость купить хотите, вы уже по испанским агентствам посмотрите, не только русских. Это же зачем себя лимитировать? Всегда сравнить минимум 2-3 сметы на все. Не только с вашими соотечественниками, вообще всех. Испанских застройщиков очень много, очень хорошие застройщики есть. Я не буду их называть, но они круто вообще строят. Друзья, вот все вопросы, на которые сегодня отвечал Марьяно. Большое ему спасибо за потраченное время. Не забывайте, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео, которые будут выходить с ответами на ваши вопросы, на вопросы других людей. Не прощаемся надолго, скоро увидимся. У вас обязательно все получится. Всем пока.